VR, будучи технологией, которая позволяет максимально погрузиться в происходящее, открывает вроде бы безграничные возможности для развлечений. А по исследованиям компании CCS, около трети людей, которые используют VR, используют его в том числе для просмотра 18+ контента. И сегодня я не буду рассказывать свой опыт, либо где искать подобный контент. Вместо этого давайте лучше разберемся, как порноиндустрия влияла на развитие VR, помогла ему вообще появиться, а может быть, как и VR повлиял на порноиндустрию. За идею ролика спасибо пользователю под ником Mr. Smoke, который разместил предложение снять ролик на эту тему, как ни странно, видео про VR и обучение. Технопионерам Мета Буэнос Диас. Я Артем Галухин, это значит, вы на канале Кубеск. И здесь мы рассказываем про технологии в контексте метавселенных. Находимся мы в Буэнос-Айресе, и тема у нас сегодня — отношения VR и порноиндустрии. Поехали! Для начала напомню, что все технологии, которые мы обозреваем здесь на канале, максимально свежие, и VR не исключение. Можно выбросить из истории все потуги с 70-х примерно годов и до начала 2000-х, в которые пытались делать что-то VR-образное, так как оно либо не было выпущено, либо не было коммерчески успешным хоть сколько-нибудь. Отсчет начинать принято примерно с года 2012-го, когда Oculus сделали хайповую презентацию своего первого продукта и запустили сбор на него на Kickstarter. Выпущен же он был в 2016-м вместе с продуктами конкурентов в том числе. Некоторую предысторию я уже рассказывал в ролике про Oculus Quest 2, обзор, который вы можете увидеть у нас на канале. Советую пойти и посмотреть после того, как вы закончите смотреть этот ролик. К чему вся эта предыстория? Да просто к тому, чтобы у вас было четкое осознание в голове того, что развитие VR-индустрии звучит вроде громко, но по факту это довольно короткий промежуток времени, то есть буквально последние 5-10 лет. А что же касается порноиндустрии, какая у нее история? И как есть присказка про самую древнейшую профессию, так и различные наскальные рисунки, статуэтки, изделия из камня еще каменного века свидетельствуют о том, что тема размножения половых органов и сексуальности была интересна людям во все века. Если смотреть на развитие мирового искусства, то можно улыбнуться и заметить, что сцены, которые сейчас изображаются в журналах, которые обычно прячутся где-нибудь под матрасом, раньше, еще в 500 году до нашей эры, например, могли быть изображены на бокале или на кубке. Говоря про историю развития порно, И говоря про историю развития порно, я думаю, сложно переоценить то, насколько человечество сексуализировалось за последние столетия. Еще в 19 веке тот самый Томас Эдисон снял короткометражку, фильм, где он показал откровенно поцелуй, за что отхватил хейта от всего американского общества, за то, что он развратник и снимает непотребщину. Можно вспомнить также советский опыт, например, с приключениями Шурика, в которых из-за одной сцены поцелуя где-то за шторкой весь фильм получил рейтинг до 16, после 16, по-моему, и старше. И с другой стороны, что мы имеем сейчас. Выйдешь на улицу, куда ни плюнь, везде какое-нибудь полуголое тело. Может быть, в рекламе какой-нибудь истории, вообще никак не связанной с каким-то сексуальным подтекстом. Влияние порно на VR-индустрию следует рассматривать в чуть более широком контексте, начиная с того, как вообще порно влияло или влияет на технологическую индустрию. Ведь именно своеобразная цепочка развития технологий позволила VR стать из фантазий 20 века в реальность века 21. Возможно, кто-то из вас помнит, а кто-то нет, но относительно не так давно были популярны VHS-кассеты. И популярны они стали не сразу. Когда видаки стоили баксов по 800, если говорить в нынешних деньгах, а пустые кассеты к ним еще по полтиннику сверху, не было так много прям желающих их купить. А если добавить к этому, например, то, что Ассоциация игрового кино в Штатах вообще пыталась запретить видеопроигрыватели, так как они позволяли кому угодно копировать и записывать фильмы, причем настолько запрещала, что подавала в суд прям с такими требованиями, то сложно переоценить давление на технологию. И как вы думаете, что спасло VHS-кассеты? Конечно, тема видео «Клубничка», именно она их и спасла. Ведь что еще такого желанного можно записать на кассету, чтобы ее стоимость для человека перестала быть настолько важной? Так-то, на секундочку, до конца 70-х годов половина всех проданных кассет в Штатах приходилась именно на соответствующий контент для взрослых. А в Германии и в Европе вообще этот показатель доходил до 80%. Почему именно так?
Да, как минимум потому, что в те времена единственным альтернативным реальным способом посмотреть на совокупляющихся людей было пойти в специальные кинозалы, у которых был рейтинг X, и с такими же мужиками в плащах сидеть и смотреть это видео. Причем мало того, чтобы получить это сомнительное удовольствие, нужно было бы еще и дождаться каких-нибудь выходных, например. Неудивительно, что в таких обстоятельствах находились люди, которые готовы были потратить любые деньги, чтобы получить возможность, эксклюзивную по сути, смотреть эти фильмы в любое время, у себя в комфорте, дома, еще и с ассортиментом. И таким образом любители взрослого кино вытащили целую технологию, потому что дальше все пошло по накатанной. Как обычно, технология она сначала дорогая, сложна в производстве и доступна избранным. И чем дальше, тем более совершенно становятся методы, тем большим тиражом она производится, соответственно, она дешевеет и уходит в массы. Таким образом, VHS был спасен. Следующие, кстати, вехой, может, тоже кто-то из вас уже помнит хотя бы это, были DVD, Blu-ray диски, вот эта вот эпоха. Они поначалу тоже стоили каких-то бешеных денег, и даже улучшение качества контента, которое они предлагали, оно субъективно не стоило той стоимости, которую приходилось переплачивать. А это было примерно $150 за один диск. Но на помощь опять пришло порно, так как на один диск влезало больше контента, плюс туда добавляли какие-нибудь бонусные сцены, съемки с разных ракурсов. Находились желающие, кто тратил на это деньги. После, соответственно, диски стали дешевле, доступнее, и была целая эпоха, когда все продавалось на дисках CD, DVD, Blu-ray. Но что это мы все про распространение контента? А что же касается его съемки? Просто сам факт того, что я сижу перед вами вот сейчас, записываю себя на маленькую беззеркальную цифровую камеру, это тоже в некотором роде заслуга порно. Даже не совсем так. В принципе, цифровая фотография в свое время возникла как ответ на такую проблему. Вот вы хотите, например, сфотографировать себя в обнаженном виде или собственные гениталии, дикпики появились не вчера как бы. Что вам делать, если вам не хочется делать это на пленку, бежать потом с этой пленкой в проявочный салон и общаться там с хихикающими сотрудниками, которые эту пленку для вас проявляют, и смотреть на качество проявки кадров, да, вот это вот все. What's this? В ответ на этот вопрос появились первые цифровые камеры. И что интересно, даже их реклама и их позиционирование первое, оно очень явно об этом говорило. Сейчас вы можете видеть как раз примеры рекламы того времени. Но это мы на самом деле довольно быстро шагнули из 500 века до нашей... 500 Слишком далеко, да? Но это мы на самом деле довольно быстро шагнули из 500 года до нашей эры с росписью кувшинов и к цифровым камерам. И было такое изобретение, которое, как говаривают, изменило человечество прямо на до и после. Называется оно печатный станок. Вы, как скорее всего, и я тоже, если слышали что-то про печатный станок и Гутенберга, то знаете, что развиваться этой технологии позволяла печать самой популярной книги — Библии. Но была и другая книга, которая была для многих, а стоит понимать, что это 15 век, вообще единственная книга, которую они за всю жизнь видели, потому что она печаталась очень большими тиражами и довольно часто передавалась из рук в руки. И книга эта называлась «И Моди» или «Ай Моди», не знаю, по-итальянски, от автора Пьетро Аретино. Надеюсь, сказал правильно. В книге, между тем, содержались пошлого содержания иллюстрации. До сих пор автора этой книги, собственно, называют отцом всей эротической литературы. И вот этот мужик был самым читаемым автором в Европе на протяжении столетий. А вот еще прикол. Интернета в том виде, в котором мы сегодня с вами его знаем, не было бы, не будь порноиндустрии. В те старые бородатые времена, когда люди еще ни за что бы на свете не отдали деньги, просто глядя в окно браузера, порносайты были единственным местом, где не стеснялись просить оплату за подписку, например. И, как итог, сама система оплачиваемой подписки, система верификации карт, биллинговые сервисы. Все это родилось и было отточено до совершенства практически только благодаря индустрии 18+. А сегодня, соответственно, оно используется в каждом даже детском сервисе. А если вдруг вы решите изучить историю, например, борьбы с пиратством, то там прям стабильно самые крупные инвесторы и самые мощные разработчики — это все те же ребята из взрослой индустрии. И оно вполне понятно, потому что вся эта индустрия, она существует в основном в формате какого-то эксклюзивного просмотра контента того или иного вида. И, соответственно, если кто-то этот контент ворует у тебя, то ты недополучаешь прям космические деньги. А в интернете воровать, как известно, любят. При этом, в отличие от любого другого контента, именно с порно такая история, что его обычно как-то замалчивают, публично не обсуждают, и, соответственно, те проблемы, которые есть у индустрии, ты их либо сам решил, либо никто тебе их не решит. Поэтому, собственно, они не боятся вкладываться в технологии, не боятся для себя решать какие-то проблемы сами.
Однажды ребята сообразили, что, конечно, 18+ картинки в интернете — это здорово, но если бы они еще и двигались, было бы и вообще замечательно. Так на свет появилась технология Flash, например, и стриминг, который сегодня, наверное, занимает огромную долю потребления вообще всего интернет-трафика. А что может быть еще круче, чем движущиеся картинки? Ну, например, объемные движущиеся картинки. И, кстати, первый полноценный 3D-фильм рейтинга 18+, был снят еще в 2010 году. И снят он был для 3D-телевизоров. И говоря полноценный, я имею в виду, что его объем, он не был дорисован искусственно как-то на постпродакшене, а для съемки использовались специальные 3D-камеры, где две камеры отдельно снимают как будто бы вид из глаз, и получается объемная картинка. И уже тогда лидеры индустрии говорили, что они очень заинтересованы в 3D-контенте. А что такое 3D-контент в телевизоре по сравнению с очками виртуальной реальности, в которых ты буквально погружаешься в происходящее? И тут мы подбираемся, собственно, к теме VR. Я буквально по верхам пробежал по предыдущим технологиям, но явно вырисовывается некоторый паттерн того, как человеческая похоть позволяет двигать прогресс вперед. И если раньше это была больше история про эксклюзивность, то есть переплачивая за технологию, ты себе в принципе позволял эксклюзивную возможность потреблять такой контент, то сейчас такого контента, понятно, вокруг моря просто изобилие, и вопрос уже встает больше про разнообразие и некоторую эксклюзивность именно подачи. И понятно, что в этом смысле VR является довольно хорошей почвой для того, чтобы создать целую нишу с новым видом контента. И если даже в нынешние времена порно не будет прям основным двигателем продаж, то все равно оно останется тем аттракционом, который в том или ином виде очень многие из тех, кто покупают себе те же самые гарнитуры, хотели бы как минимум попробовать. И опять же, это не тот контент, который ты пойдешь пробовать в какой-нибудь супермаркет на стенд, где предлагают поиграть в VR. Чтобы понимать масштабы явления, вот вам забавная статистика. В 2016 году за весь год было продано чуть больше 6 миллионов VR-очков, гарнитур. Их вместе продали Samsung, HTC, Oculus и Sony. При этом в 2016 же году за один только декабрь с сайта Naughty America, которые являются одними из пионеров создания VR-контента, было скачано 20 миллионов видео 18+ тематики. Понятно, что это был спайк или прям резкий шип на графике. Вот вы его сейчас видите. И объясняется он довольно просто. Кому-то Санта на Новый год принес на Рождество VR-гарнитуру, и они, собственно, решили попробовать то, что и хотели попробовать. Более того, по статистике того же Naughty America, пользователи, которые потребляют 18+ контент через VR, платят гораздо более охотно за контент. В 2018 году каждый 167-й посетитель сайта через VR покупал подписку. При этом только каждый 1500-й, кто заходил туда через обычный 2D браузер, точно так же подписывался. И эти ребята, предвидя популярность подобного контента, начали над ним работать еще с того самого 2012 года, когда Oculus Rift был только презентован компанией Oculus. А начиная с 2016 года, когда VR стал популярен и устройства пошли в массы, и до сегодняшнего дня компания Naughty America фиксирует рост доходов в этой нише на сотни процентов каждый год. Да с таким раскладом, даже если у меты не получится создать свою метавселенную, на помощь к Марку прибегут порно-гиганты, завалят его деньгами, лишь бы он дальше выпускал качественные устройства, которые позволяют им продавать свой контент в более иммерсивном виде, в виде VR 3D. Да что уж там юлить, я думаю, Марк прекрасно и замечательно сам в курсе, какой контент потребляют пользователи, которые покупают его очки. Подозреваю, что всю аналитику, собственно, они собирают. Более того, они могут, например, собрать аналитику, куда вы своими глазками в какой момент смотрели, что вас больше всего заинтересовало в какой-нибудь сцене, и остается только догадываться, сколько подобная информация может стоить на рынке, собственно, пользовательских данных, пусть анонимизированных. Неужели кто-то думает, что порно-ребята, у которых этих денег куча, не смогут заплатить любую цену, чтобы получить доминирование в этом рынке? Хотя не думаю, что в этот раз с VR получится как в том же 2016-17 годах, когда все его вроде попробовали, но оказалось, что в нем довольно много проблем, и он немножко сдулся. Сейчас же очень-очень много устройств уже планируется к выходу в этом году. Тот же самый Oculus Quest уже распродался огромными тиражами. На смену ему пришли более современные и совершенные новые очки от компании Meta. Как они, кстати, называются? И динамика развития свидетельствует о том, что в этот раз у VR все получится. Это новая технология, которая с нами надолго, и она нам даст доступ к развлечениям нового уровня. И понятно, что не только к развлечениям. Мы уже на канале как-то снимали выпуск про то, что VR очень может помочь и в развитии образования, и в лечении психологических проблем, и очень-очень много для чего еще можно использовать эту замечательную технологию. Будем держать кулачки за то, чтобы все у VR получилось,
изобрели всяких много разных девайсов для погружения в виртуальную реальность и, собственно, разрабатывали новые миры, и мы с вами в них путешествовали. Что касается темы сегодняшнего видео, мы с вами разобрали замечательно на примерах то, как порноиндустрия шагает в ногу с развивающимися технологиями, как она помогает некоторым из них выстрелить и не сдуться. И особенно те технологии, которые про распространение контента, они для них, по сути, являются ключевыми. И без них рынок 18+, он, в принципе, не существовал бы. И если говорить о VR, то это как минимум, кроме фильмов, это есть еще и 3D-игры, а есть еще и 3D-стриминг даже. И это только самое популярное из того, что присутствует на рынке. Я даже не знаю, какие эксперименты там проводят и что новое изобретают. Но если на что-то интересное наткнетесь, кидайте в комменты, будет интересно заценить тоже. Еще в далеком 2010 году Илон Бонимовец, надеюсь, правильно поставил ударение на его фамилию, который руководил тогда студией Private, говорил, что индустрия никуда не уйдет с технологической передовой. А кроме этого, еще тогда, в 2010-м, он заявлял об интересе индустрии, например, к искусственному интеллекту или к нейросетям. В общем, то, что у нас хайпует по факту вот только сейчас, особенно судя по тому, как у нас выстрелил ролик про творческие нейросети, который сейчас является самым популярным по количеству просмотров на канале, они, индустрия 18+, видели это как одну из технологий, которую нужно исследовать уже сейчас, по сути, 12 лет назад. Тогда Илон говорил, что благодаря искусственному интеллекту, например, можно будет попробовать оцифровать какую-нибудь порнозвезду, модель ее поведения, как минимум, в фильмах, и создать из этого какую-то виртуальную игрушку, которая будет взаимодействовать с пользователем и выполнять какие-то его желания. И даже уже сегодня используются вполне себе нейросети, например, в индустрии 18+, для того, чтобы подменять лицо. По-любому вы натыкались где-нибудь на новости хотя бы о том, что всякие появляются дипфейки, куда залетают внезапно всякие актеры из голливудских фильмов, и понятно, что в подобном видео, тем более на публику, они не снимались. Судя по тому, как технологии развиваются стремительно в наши дни, я думаю, что фантазия Илона о карманных порнозвездах скоро будет не такой уж и фантазией. Как минимум виртуальные они точно появятся, а через какое-то время, когда смогут, наверное, проектировать какие-то тела, то можно будет говорить уже и о появлении полноценных кукол для домашнего развлечения. И давайте так, с вас лайк, если вам нравятся темы про VR, потому что чем больше лайков, соответственно, под какой-то определенной темой, тем больше видео на эту тему мы снимаем. Или, может быть, если вы, например, хотите, чтобы мы разобрали вопрос, как сейчас искусственный интеллект используется в индустрии 18+, поподробнее. Чем больше лайков, соответственно, тем быстрее выйдет такое видео. Кнопка подписки вы сами прекрасно знаете, где находится, и это единственная гарантия того, что вы не пропустите очередной выпуск с полезным и интересным контентом. И спасибо за просмотр. Я Артем Галухин, и вы были на канале Кубеск. На сегодня у меня для вас все. Пока-пока.